Всем привет! В этом видео продолжу постройку багги. В предыдущей части я сделал первый выезд, и все узлы выдержали поездку и остались на своих местах. Но из минусов могу отметить слабую работу тормозов, их попросту не хватает. И поэтому пришло время установить передние суппорта и подключить их к тормозному цилиндру. Это будет не так просто сделать из-за рулевой рейки, которая расположена спереди. Также в этом видео я сделаю корпус обтекатель на багги, без которого на полу скапливается много мусора и травы. Начну работу с установки передних стандартных двухпоршневых суппортов. Как я уже говорил ранее, просто так их не поставить. Нужно развернуть кронштейн на 180 градусов. Еще раз убедился, что в нормальном положении суппорт не поставить, и стал разбирать ступицу. После этого стал выкручивать болты кронштейна. Я бесконечно рад, что могу заниматься тем, что мне по душе. Если ты хочешь так же, то представляю тебе Skillbox. Это современный онлайн-университет с новейшими методиками обучения. Мастер-классы и лекции только от ведущих практикующих специалистов. Современные и востребованные специальности, с которыми тебе будут открыты все дороги. Сейчас у них проходит бесплатный марафон мастер-классов по 3 направлениям: веб-дизайн, интернет-маркетинг и программирование. Ссылка на марафон в описании. Skillbox. Твое будущее начинается здесь. Неизвестно, сколько лет этой детали. Длинные болты с трудом выбились из левой ступицы, и с правой же пришлось их высверливать, так как они намертво приржавели. Чтобы вытащить длинные болты, снял ступицу. Развернул кронштейн и прикинул суппорт. Он, конечно же, не подошел, придется пилить рычаг вместе с шаровой опорой и немного подрезать кронштейн. И если бы я знал про это раньше, я бы сделал немного другой рычаг, но пока придется сделать так, как есть. Прикрутил кронштейн и собрал все в обратном порядке. Поставил на свое новое место суппорт и попробовал покрутить руль. Все работает и ступица нормально поворачивается, не задевая рычаг. Еще я боялся, что суппорт будет задевать заколесный диск, так как я увеличил полку, развернув обод. Поставил колесо на место, и диск все-таки в одном месте стал задевать за суппорт. Я даже пробовал его подточить, но потом увидел рядом дистанционную шайбу, которую забыл поставить. Надел ее на ступицу, и колесо закрутилось свободно, не задевая суппорт. Теперь остался сосок камеры. Мне очень не хотелось разбирать колесо и сверлить новое отверстие для соска. Нашел одно решение – прижать гайкой сосок к ободу. При случае всегда можно накачать колесо, и сосок не будет задевать за суппорт. Осталось подключить суппорта к тормозному цилиндру. Для этого используются специальные шланги под банджо-болт, в котором есть отверстие. Через 2 медные шайбы он прикручивается к суппорту. Открутил заглушку от тормозного цилиндра и соединил трубку со шлангом правого суппорта. Левая трубка оказалась длинная, и я просто скрутил ее в спираль. Прикрутил один конец к цилиндру, другой к шлангу левого суппорта. Осталось только убрать воздух из тормозной системы. Суппорта установлены наоборот, и чтобы прокачать систему, нужно их снять и перевернуть штуцерами вверх. После прокачки поставил все на место и проверил их работу. Все работает, и колодки сжимают тормозной диск. С установкой передних суппортов возросла нагрузка на верхние рычаги. Мне кажется, их может погнуть при резком торможении с хорошим зацепом.
Наконец-то установил правильно передние колеса рисунком по направлению движения. Далее стал прикидывать, как будет сделан корпус-обтекатель. Взял первый попавшийся мне листовой материал и вырезал шаблон верхней части. Посмотрел со стороны и понял, что так не пойдет. При изготовлении обтекателя будут мешать трубы стоек, и нужен доступ к педалям и тормозным цилиндрам, не говоря уже о тормозных бачках. Начал думать, как же все-таки сделать, чтобы было похоже и в то же время функционально и удобно. Решил сделать обтекатель из двух частей с небольшим капотом. Весь корпус будет сделан по месту, из металлического листа в 1 мм. Стеклопластик для этой цели даже не рассматривал, так как с ним я засяду в гараже на несколько месяцев. Отпиленную пластину приложил к раме, замерил и отрезал от нее лишние края. После этого разметил места под трубы. Примерив пластину, оказалось, что она находится высоко. Чтобы ее сделать ниже, нужно опустить трубу, на которой находится рулевая колонка. Отпилил от трубы пару сантиметров и снова приварил ее к раме. Когда пластина легла нормально, подрезал ее по месту, а по бокам сделал спуски. Не стал ничего придумывать и сгибал все плоскогубцами. После сборки выровняюсь обтекатель специальной шпаклевкой. Конечно же, сделаю это все после финишной рихтовки. Приступил к изготовлению следующей части обтекателя, которая будет в конечном итоге выполнять функцию капота. Все резал по месту с небольшими допусками на ошибки. Для удобства работы закрепил лист на раме, а точнее на полосе, в которой будут просверлены два отверстия. Сделал надрез и загнул переднюю часть. Также сделал спуски по бокам. Закругление на углах сделал из сегментов, в конечном итоге они будут сварены между собой. Делаю такое впервые, и поначалу было непонятно, что в итоге будет, но постепенно начал вырисовываться обтекатель. Верхняя часть готова, теперь можно обшить бока. Взял жестянку и примерил ее к передней части. Нужно в ней сделать отверстие под рулевую рейку. Все подошло, осталось загнуть лист по форме обтекателя. С таким длинным листом неудобно работать, и я решил разделить его на две части. Срезал выступающий край и приварил деталь к верхней пластине. Подогнал отрезанную часть и приварил ее на точке. Осталось закрыть основную часть боковины багги. Замерил боковину и отрезал лист подходящего размера. В нем нужно вырезать место под верхний рычаг. Подогнал его к верхней части и прихватил к раме для удобной работы над ним. Срезал выступающую часть сверху. Прочертил линию сгиба ребра жесткости, приложил к ней два профиля с двух сторон и стянул струбцинами. Так будет легче гнуть и получится ровная линия сгиба. За ребром жесткости приварил профиль к раме, на котором будет держаться боковая часть обтекателя. Сразу придал листу форму обтекателя оригинальной багги.
Разметил еще одну линию ребра жесткости, но перед сгибанием вырезал из листа сегмент. Также буду гнуть с помощью двух профилей. После этого приварил немного увеличенный треугольник и срезал выступающую часть снизу. Таким образом я собрал корпус-обтекатель для багги. Конечно, он пока сделан в черновом варианте, стыки еще будут выпрямляться и провариваться. Также будет сделано для него хорошее крепление к раме, чтобы на ходу он не гремел как кастрюля. И еще может быть приклеен на него вибропоглощающие маты. Пишите в комментариях, из чего бы вы сделали корпус для этой багги. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр и внимание. Увидимся в следующей части.